Yes, I can see the presentation. Excellent, very good. Напишите вам, пожалуйста, в чате, напишите, видно ли вам экран. Коллеги пишут в чате, без воспроизводства нет производства. Полностью согласна. Нас уже 26 человек. Экран видно. Отлично. Спасибо, Павел. So they can also see the screen already. Everything is good. Okay, excellent. Very good. Еще раз напомню вам, друзья, что справа от экрана, если вы смотрите на компьютере, можно воспользоваться чатом. Чат, либо его можно активировать, если вы найдете иконку с облачком. Чтобы написать в чате, поскольку программа вся на английском языке, вам нужно выбрать окошечко «Чат», и там вы можете написать либо всем участникам, all attendees, это все присутствующие, либо можете выбрать отдельно организаторов или конкретного человека. Я рекомендую вам выбирать всех, all attendees, тогда наши модераторы смогут видеть весь экран. Посмотреть участников не получится, потому что участники в данной вебинарной комнате видят только чат друг у друга. Всех присутствующих, к сожалению, не видно. «31 человек уже нас. Сейчас скоро будем начинать. Мы готовимся. Начну немножко рассказывать вам. Дорогие участники, вы присоединились к вебинару, организованному компанией Zinpro. Zinpro Corporation или Zinpro International, как мы называемся, в России. И сегодняшний наш вебинар будет посвящен воспроизводству и репродуктивной функции животных. Компания Zinpro в России представлена уже около 3 лет. Компания активно развивается. Количество сотрудников растет. И мы в этом году, воспользовавшись ситуацией с самоизоляцией и карантином, решили воспользоваться ей и организовать серию вебинаров с нашими иностранными сотрудниками для того, чтобы донести знания хотя бы в виртуальном виде до наших любимых клиентов и специалистов. Компания Zinpro в России работает с дистрибьюторами по всем регионам. Дистрибьюторы есть практически во всех областях и во всех федеральных округах. Мы надеемся, что дистрибьюторы наши с нами тут тоже присутствуют. И, конечно, мы активно занимаемся посещением хозяйств, помощью в виде менеджмента, уделением внимания как воспроизводству, так и хромоте, и молодняку, и всевозможным аспектам здоровья, которые могут быть нужны на хозяйстве. Yes. I'm explaining about the company first, who we are. It is 12 o'clock. So I don't know if we should wait a little longer or we are ready to start. I suggest we wait another 2 minutes. Особая благодарность самым ответственным, тем, кто добавляется к вебинару вовремя. Спасибо вам большое. Сейчас мы ждем еще 2 минуты и начинаем. У нас в этом году, этим летом, запланирована серия 6 вебинаров.
6 вебинаров. Первый из них уже прошел в начале июня, который был посвящен тепловому стрессу с нашим специалистом из Испании, доктором Артуро Гомесом. Его, если вы пропустили, напишите, пожалуйста, вашим представителям или дистрибьюторам, мы его вам отправим. Очень интересный семинар, который был посвящен тепловому стрессу и интересным практическим моментам, как можно помочь животным в условиях жары. Сегодняшний семинар – это второй семинар или вебинар с доктором Хью Макконахи, который будет посвящен воспроизводству. Ну, давайте, наверное, начинать. Нас 37 человек, чтобы не задерживать тех, кто вовремя присоединился к вебинару. Еще раз вам скажу, коллеги, что справа, если вы смотрите с компьютера или если вы найдете иконку с облачком, это чат. Чтобы написать в чат, вы должны найти вот это вот отделение справа, которое называется чат по-английски, и там есть окошечко Send to, где вы можете выбрать либо конкретного человека, либо можете отправить сообщение All attendees. Это все участники данного чата. Вы можете писать. Вот здесь. Вот здесь вы можете писать свои вопросы, и тогда наши модераторы смогут их собрать, и мы их проговорим. Меня зовут Таисия Мортенсен, специалист по КРС в компании Зинпро. Я присоединилась к компании Зинпро с февраля этого года. И также с нами в чате присутствует Надежда Малова, это наш специалист по маркетингу. Она будет модератором данного вебинара и будет собирать вопросы, которые пишите, пожалуйста, в чат. И план нашего мероприятия будет построен таким образом, что у нас запланирована презентация в среднем на, может быть, час 20, час 30 максимум. Посередине этой презентации мы сделаем небольшую 10-15-минутную паузу, где мы сможем отработать какие-то вопросы. Потом мы продолжим, и после презентации также у нас будет время. Пока мы не ответим на все вопросы, мы не разойдемся, поэтому пишите вопросы в чат. Я очень рада представить вам нашего замечательного коллегу доктора Хью Макконахи, который присоединился к нам к вебинару из Великобритании, из Уэльса. И он является специалистом сильнейшей научной группы RNS, Research and Development. В компании Zinpro Corporation работает по всему миру. В частности, отвечает за поддержку техническую, научную, технологическую поддержку России и Евразии. Hello, Hugh. No, you're muted. Сейчас Хью присоединится к нам, сделает так, что мы сможем его слышать. Now it should work. And now? Yes, now I can hear you. I apologize. Просит прощения за небольшие технические проблемы. Okay, so should we start? Yes, if you can say a couple of words yourself about your background, please, and then we will start. Okay, so good afternoon, everybody. My name is Hugh Макконахи. I'm a research nutritionist for Zinpro Corporation. Добрый день всем, господа. Очень рады мы вас видеть. Коллегу нашего зовут Хью Макконахи, и он является специалистом по исследованиям и технический специалист в компании Zinpro Corporation. So I've worked for 30 years in the agricultural industry. I have a degree in animal science and a PhD in lactation physiology. 30 лет работает в сфере сельского хозяйства, есть диплом по сельскому хозяйству и PhD, свою диссертацию Хью написал по физиологии лактирующих коров, по физиологии самой лактации. And in terms of my work experience, I've been a herdsman, I've been a herd manager, a farm manager, I've worked at agricultural research institutes, and I've been a nutritionist for a feed company in the UK. С точки зрения опыта своего профессионального, Хью
работы на ферме в виде просто сотрудника хозяйства. После этого был руководителем фермы и какое-то время после этого уже начал работать как научный исследователь в нескольких компаниях. И последние несколько лет работает как специалист по кормлению, научный специалист по кормлению в компании Zinpro. And in my role with Zinpro, I provide technical support for dairies and distributors in Russia, Europe, the Middle East and South Africa. В рамках Zinpro Хью работает как технический специалист и консультант, который поддерживает как нас, специалистов компании Zinpro на местах, так и наших дистрибьюторов и дилеров, и отвечает за Россию, Средний Восток, Европу и даже далее немного до Океании. Okay, thank you, Taisha. So the title of today's presentation, or the focus of today's presentation, is going to be managing reproduction in the dairy herd. Сегодняшним фокусом нашей презентации или аспектом, о чем мы будем сегодня в презентации говорить, это воспроизводство молочных ферм. And hopefully we're going to give you an insight into some physiological and management factors that help or affect reproductive performance. Сегодня мы поговорим про физиологические аспекты, которые срабатывают, механизмы физиологические, которые срабатывают в животных и влияют на воспроизводство. And at the end of the presentation, we're going to hopefully explain to you how Zinpro performance products can help improve reproductive performance. Сначала поговорим в общем про теорию, и в конце нашей презентации, конечно, поговорим про Zinpro и о том, как можно с точки зрения кормления профилактировать возможные проблемы с воспроизводством. Can I make a pause, Hugh, for 1 second and ask people if they can hear us, because I can see somebody's writing there is no sound. Okay. Коллеги, я на одну секунду прерву нашего спикера. Напишите в чат, пожалуйста, слышно ли нас или нет, потому что я вижу, что есть проблема у кого-то со звуком. Те, кто нас слушают, напишите, пожалуйста, слышно нас или нет. Слышно. Угу. Хорошо, спасибо. Yes, they can hear us. Somebody cannot, but most of the people can. So I suggest we just go on. Excellent. Okay, so we're going to start the presentation by really defining what our objectives are for reproductive management. Начинать будем нашу презентацию с того, чтобы определиться вообще с целями. Какие у нас цели по воспроизводству, по менеджменту воспроизводства в стаде. And let's not forget that the pregnancies and cows calving drives profitability on the dairy. Давайте не будем забывать, что стельности или беременности животных являются вообще, конечно, залогом прибыльности, маржинальности всего бизнеса молочной фермы. So what are the best reproductive parameters for the all year round calving herds? Какие же у нас получаются по году лучшие параметры воспроизводства или репродуктивные показатели на молочной ферме? And one of the most important ones for me is how many pregnancies we're generating on a weekly basis within the dairy. Хью говорит, когда я работаю с фермой, для меня самым важным параметром является то, сколько стельностей мы осуществляем на ферме еженедельно, в целом по всему году. And our objective should be to have a level profile of calvings on a weekly basis. Наша цель, конечно, производственная, это уравнивание стельностей и, соответственно, выравнивание количества отелов на еженедельной основе. In order to keep days in milk in the herd low. Для того, чтобы мы могли количество дней в лактации поддерживать на ферме достаточно низким. And maintain good feed efficiency. Но при этом поддерживать хорошую конверсию кормов. And of course, there's going to be a lot of factors which affect the consistency of pregnancies. Но,
конечно, на то, сколько у нас стельностей получается, и на последовательность, на ровность количества этих стельностей влияет огромное количество разных факторов на хозяйстве. Things like transition cow management, things like forage quality, things like heat stress are all going to have an effect on the efficiency of generating pregnancies. Такие вещи, как тепловой стресс или менеджмент транзитных животных или качество грубых кормов, все эти факторы, конечно, очень сильно влияют на то, какое количество животных у нас оказывается в итоге стельными или нет. So if we want a level and consistent calving profile, we need to provide consistent management and consistent environment for the dairy cow. Соответственно, если мы хотим выровнять наше воспроизводство, чтобы оно было регулярным и постоянным на одном и том же уровне по неделям, нам нужно работать над выравниванием и отлаживанием всех этих вопросов менеджмента для наших лактирующих и будущих стельных коров. So the effectiveness of the transition period for the cow, or the level of management of the transition cow, is going to have a big effect on reproductive performance. На продуктивность с точки зрения воспроизводства, конечно, оказывает колоссальное влияние предыдущий этап, то есть менеджмент этих коров в транзитную фазу. And we know that transition cow facilities operate more successfully when we have a level calving profile as opposed to an inconsistent calving profile. И, соответственно, это цикл аспектов, которые тянутся за собой по кругу, потому что менеджмент транзитных коров и транзитных животных осуществляется намного проще, если опять предыдущий этап еще до этого, то есть предыдущие отелы, также проходят ровно и в определенном выровненном количестве в соответствии с каждой неделей года. Because we know when we have these peaks of calvings, this is when we tend to have transition problems in cows. Потому что как только у нас случаются на ферме массовые отелы, пиковые отелы, которые либо не запланированы, либо получаются в большем количестве, чем запланировано, это именно те моменты, откуда тянутся и откуда растут все транзитные проблемы здоровья животных. And this is driven by things like overstocking of the transition barns, insufficient feed space, and stress levels within the transition cows. Соответственно, когда мы сталкиваемся с пиковыми отелами, у нас следующие проблемы возникают с точки зрения менеджмента в транзитном помещении. Это может быть недостатка места на кормовом столе для стельных животных или перенаселенность, когда животных в сухостое 2 слишком много. Либо это может быть как следствие предыдущих двух факторов падение потребления сухого вещества. Все эти моменты влекут за собой проблемы со здоровьем. So these things are very interrelated. So if we have good transition, we have good reproductive performance, and we have consistent calving profiles. Соответственно, все эти вещи очень сильно взаимосвязаны. Если у нас постоянное количество отелов, то у нас будет постоянное количество транзитных или новотельных животных. И, как следствие, у нас будут более ровные результаты по продуктивности животных. Okay, so if we want a consistent calving profile, we have to start with the heifers and the first lactation animals. Для того, чтобы обеспечить вот этот ровный параметр, ровный индекс отелов, о котором говорит Хью, нужно начинать, конечно, с вопросов первого осеменения животных. So breeding heifers should be done as a continuous process and not done in groups or batches. Когда мы говорим про осеменение нетелей или телок первый раз, это должно быть таким последовательным, планомерным процессом, и осеменение должно проходить индивидуально, скорее, нежели какими-то группами животных. So here I've just done a very simple graphic just to illustrate how we would manage
reproduction and breeding in heifers. На слайде вы видите элементарный, простой очень график, который показывает то, как необходимо начинать как необходимо начинать работу с осеменением телок. So we can see here how we've set the system up where we have the post-wean calves. Сначала систему можно выстроить таким образом. У нас есть телята в возрасте или в весе 180-280 килограмм. Then we have a selection pen where we select heifers for breeding based on stature or on weight. Далее у нас есть селекционный загон, где уже из этого загона или из этой группы животных отбираются телки по весу или по конституции. And then we have the breeding pen and the pregnancy diagnosis pen. И дальше мы уже ведем их загонами, где осуществляется осеменение или диагностика. And from there we can move them to the final phase of the rearing period up until calving. И уже оттуда мы их переводим в следующую группу или в следующее помещение, где они с подтвержденными стельностями остаются весь дальнейший период до первого в своей жизни отела. And again, this should be a consistent process, and the management of these animals and the growth rate should also be consistent to achieve good results. В животноводстве, в молочном животноводстве самое, наверное, важное – это последовательность всех действий. Хью говорит о том, что весь подход к менеджменту первого осеменения и первого отела на телках, на нетелях, должен быть очень последовательным. То есть это должно быть частью рутинного менеджмента на хозяйстве. So the next question is, what is the value of good reproductive performance? Следующий вопрос, о чем надо себя спросить, это какова ценность хорошего воспроизводства, сколько нам это стоит? So these are some results from Milo Wittbank from the US, and he's looking at the effect of days open on financial performance of dairy cows. Данные на слайде вы видите от господина Майло Уитбенка, они 2010 года, и вот эти исследования собраны на фермах в США, где на слайде исследуется взаимодействие или взаимосвязь затрат и прибыли по отношению к стоимости одного дня сервис-периода. So Milo takes the average or the target for days open, which is the days from calving to conception, to be around 110 days. Для основы расчета господин Майло берет следующие данные. То есть он берет дни сервис-периода от нуля, то есть от отела до следующего зачатия подтвержденного, и говорит о том, что они должны быть в среднем 110 дней. So as you can see, there is very little benefit from having days open below 110. Как видите на слайде, получается, что смысла иметь более короткий сервис-период, меньше 110 дней, практически экономического нет. But there's a growing negative effect. For every 10 days, we increase days open above 110. Но при этом, если мы увеличиваем сервис-период на 10 дней плюсом, каждые дополнительные 10 дней имеют колоссальную экономическую разницу. And you can see that the cost of a day open increases as those days open increase along the bottom. И, соответственно, вы видите, что когда у нас увеличивается количество дополнительных дней сервис-периода, стоимость каждого дня среди них также возрастает. Sorry, that was just my daughter bringing me a cup of tea. Sorry. No problem. Все работаем из дома, все понимаем, да? Дочка Хью принесла чашку чая, все нормально. Okay, so you can see that we have a target, and we can see that there's a financial or a negative financial effect from having extended days open within the day. There is no, once again, we lost the connection. Say again. Okay, sorry. So you can see that our target for days open should be around 110, and above 110,
we start to have a financial implications. То есть, что видно из этого слайда? Из этого слайда видно, что производственной целью должен являться сервис-период в среднем в 110 дней. Если у нас сервис-период меньше этого периода, это не так критично, если он меньше 110 дней. Однако, если он выше 110 дней, то экономический эффект получается достаточно серьезным. So, for example, if you have a herd of cows and your average days open is, let's say, 130, this is 20 days above 110, so that would be 20 days multiplied by $4.91 per day. То есть, если мы очень часто на фермах слышим, что сервис-период 130 дней. 130 дней – это на 20 дней больше, чем 110. Мы берем 20 дней и умножаем на $4.91 США. And then you would multiply this by the number of cows in the herd. И, соответственно, конечно, умножаем на количество продуктивных голов в стаде. So the next good indicator of financial performance or the effect of reproductive performance on the profitability of the dairy is, of course, the preg rate. Следующий важнейший параметр, конечно, который воздействует на общую экономику воспроизводства стада, является preg rate или индекс стельности. So in this next chart, we can see the effect of different pregnancy rates on the profit or the net profitability per cow. На этом слайде видно взаимодействие индекса стельности на маржинальность или рентабельность каждой головы молочной на голову животного. And you can see, just for the sake of this presentation, I've looked at the difference between a preg rate of 20% and a preg rate of 25%. Для виртуального упражнения, конкретно для этой презентации, Хью говорит, я сравнил два прeg-рейта в 20% и в 25%. And in this situation, improving the preg rate from 20 to 25 is equivalent to an extra $30 per cow per year in net profit. На этом хозяйстве разница составила $30, $30 на голову при улучшении индекса стельности на ферме от 20 до 25%. Okay, so I think it's just important that we just describe what preg rate is for those of you who are not aware of the metric. Для тех из вас, кто, может быть, не знаком с индексами, с которыми работают хозяйства в таких программах, как Dairy Comp и остальные, Хью хочет пояснить, что такое вообще preg rate, о чем мы говорим. Okay, so basically the preg rate is the conception rate multiplied by the insemination rate. То есть preg rate или индекс стельности – это количество животных на хозяйстве, это параметр количества оплодотворенных животных на количество осеменений. So, for example, if you have an insemination rate of 60% and a conception rate of 40%, если у нас индекс осеменения 60%, а индекс зачатий 40%, that would equate to a preg rate of 24%. Соответственно, это будет равно прeg-рейту или индексу стельности в 24%. Okay, and the heat detection rate or the insemination rate is based on the number of eligible cows, so those cows which are past the voluntary waiting period. И heat detection rate или индекс прихода в охоту, да, тех животных, которые показывают следующую охоту. Can you repeat again about the voluntary period? So the insemination rate is based on those cows which have passed the voluntary waiting period. So it's those cows which are eligible. Осеменение этих коров, осеменение тех коров, которые прошли добровольный период ожидания. And the metric is calculated, or the index is calculated on a 21-day cycle. Once again. So the index is calculated on a 21-day cycle. И индексы все вот эти чаще всего рассчитываются, исходя из цикла в 21 день.
Okay, so moving on. So what are some other ways to evaluate reproductive performance? We are having a little bit problematic connection, so we need to repeat. Okay, so we're just going to look at some other ways or some rules for evaluating reproductive performance. Далее в нашей презентации посмотрим на правила или на параметры, благодаря которым можно оценить, успешное или неуспешное у нас на ферме воспроизводство. Okay, and what we have here is what I term as some golden rules of reproductive management. А здесь перечислены то, что Хью называет золотые правила успешного воспроизводства. So the first point is that all cows by 100 days of milk should have been bred for the first time. Первое правило – это что все животные до 100 дней в лактации должны быть подвержены как минимум одному осеменению. Our first service or first insemination conception rate should be above 40%. И первый индекс оплодотворения должен быть выше 40%. And if it's not above 40%, I suggest that we're having trouble with the cow during the transition period. Если индекс оплодотворяемости у нас ниже 40%, это говорит нам о том, что нам обязательно нужно смотреть на, опять же, назад на транзитных животных. Or we're having excessive body weight loss during early lactation. Либо в период ранней лактации у нас идет слишком сильная потеря веса животных. For the subsequent AI, so the repeat breeding and subsequent inseminations, we should be limiting the days between the first and the subsequent insemination to no more than 42 days. Период в днях между первым осеменением и последующими осеменениями должен быть не более 42 дней. And in terms of conception rate, the second and subsequent breedings should be achieving at least 35% conception rate. С точки зрения индекса оплодотворяемости животных по второму и последующим осеменениям, этот параметр на ферме должен быть выше 35%. Okay, so for the next part of the presentation, we're going to look at some factors which affect reproductive performance. Давайте теперь посмотрим на факторы, которые мешают нам достигнуть этих результатов и влияют на нашу репродуктивную функцию воспроизводства. And one of the main factors which will affect reproductive success is going to be the availability or the glucose balance within the dairy cow. Наверное, самым важным фактором, который влияет на потребность и доступность глюкозы у молочных животных, у молочных коров. Okay, so on this chart, we're looking at the supply and the demand of glucose within the metabolism of the dairy cow. Смотрим сейчас на слайде на потребность в глюкозе и на ее наличие, на поступление глюкозы в процессе метаболизма молочной коровы. Okay, and you can see that the cow during the close-up period goes from positive glucose balance to negative glucose balance, and then it remains in a glucose negative state up to peak production. Мы видим, что в период перед отелом корове требуется большое количество глюкозы, но мы наблюдаем отрицательный энергетический баланс. И после отела, вплоть до середины или пика лактации, корова подвержена в большей своей части отрицательному энергетическому балансу с недостатком глюкозы. Okay, and that glucose negative or the negative glucose balance is driven by the demand of lactation for glucose. Соответственно, отрицательность этой глюкозы, да, почему у нас есть этот отрицательный баланс по глюкозе, вызван процессом лактации у коровы. So we all know that glucose is derived from propionic acid in the rumen. Мы все с вами знаем, что глюкоза поступает из пропионатных кислот в рубце.
It's derived from the breakdown of both fat and protein tissue. Они, в свою очередь, идут от разложения жиров и костных тканей. And we know that in early lactation, that the demand of lactation for glucose takes priority for the glucose supply. И в начале лактации на раздое, в первые дни лактации, она забирает на себя всю глюкозу. То есть это в организме коровы является приоритетным механизмом. Соответственно, вся глюкоза поступает на лактацию. But what's very important to remember as well is that reproduction is very dependent on the availability of glucose. Но нам нужно всегда помнить, что последующее воспроизводство, последующий цикл репродуктивный этого животного также очень сильно зависит от количества глюкозы. Okay, so to maximize reproductive performance, we need to maximize the supply of glucose precursors and the utilization of glucose within the metabolism. Соответственно, чтобы максимизировать не только саму лактацию по молоку, но и максимизировать, увеличить наши шансы на следующий цикл, на следующую стельность этой коровы, нам нужно приложить много усилий, чтобы дать как можно больше глюкозы и источников, откуда эта глюкоза может поступить в нашу корову. So maximizing dry matter intake in early lactation is really important to maximize glucose supply. Соответственно, наша с вами задача с точки зрения менеджмента – это как можно больше внимания уделять тому, чтобы потребление сухого вещества в раннюю лактацию сразу после отела у животных было очень высоким. So one of the questions we always get is what affects the supply of glucose to the animal during the early lactation period. Когда мы работаем на фермах, нас постоянно спрашивают, что же влияет на доступность глюкозы у коровы в период ранней лактации. And one of those things which utilizes a lot of glucose is inflammation. То, куда большая часть этой глюкозы уходит у данной конкретной головы, это разнообразные воспаления. And inflammation is quite basically when the immune system becomes activated. Простыми словами, что такое воспаление? Это активация иммунной системы по тем или иным причинам. And when the immune system becomes activated, it uses glucose as its primary energy source. Соответственно, когда у нас иммунная система дает сигнал о том, что что-то где-то идет не так и где-то наблюдается воспаление, первое, что в организме используется для того, чтобы с этим воспалением справиться, это глюкоза. And there's a number of causes of inflammation that we're all familiar with in our dairy herds. Мы, конечно, прекрасно знаем все эти источники или виды воспалений, которые случаются на наших фермах. So things like bacterial infections and the presence of toxins in the blood. Такие вещи, как бактериальная нагрузка инфекции или наличие токсинов в крови. Transition diseases such as retained placentas and metritis. Разнообразные проблемы транзитных коров после отельного периода, то есть это задержание плаценты или метриты. And lameness, acidosis will all cause inflammation in the dairy cow. Хромота и общие кормовые состояния ацидозы, все это забирает на себя большое количество глюкозы из организма коровы. So these are very familiar causes of inflammation to us all. Все эти причины воспалений мы с вами очень хорошо, коллеги, знаем. But possibly those unfamiliar causes that we don't really associate with inflammation are things like excessive body condition score loss. Но есть еще, конечно, и не такие очевидные факторы, как, например, слишком большая кондиция тела, то есть ожирение коров. Okay, so when animals mobilize excessive amounts of body fat, this creates a state of inflammation within the body. То есть когда у животного в организме находится слишком большой жировой запас,
внутри этого организма все равно идет тот же самый процесс воспаления. Для иммунной системы это одно и то же. And we now know as well that cows which are over-conditioned during the dry period, these cows already have an elevated level of inflammation. То есть мы с вами уже можем ссылаться на достаточно большое количество исследований, которые говорят о том, что раскормленные жирные коровы с высокой кондицией тела в сухостойный период уже сами по себе показывают наличие различных воспалений у себя в организме. Okay, so I suppose the question is how does this inflammation affect reproductive performance? И, соответственно, следующий вопрос, ну хорошо, коровы раскормленные, ну, допустим, вы говорите, что там есть какое-то воспаление. Как оно влияет на мое следующее воспроизводство этого животного? So in order to explain that, I put together this cartoon or this graphic, which shows how glucose is partitioned within the metabolism of the dairy cow. Сейчас мы с вами посмотрим на то, как вообще глюкоза распределяется внутри нашего коровьего организма и на какие функции она идет. So the first energy demand that is satisfied is for maintenance of the physiology of the animal. Первая корова поела, исходя из этого корма, который в нее поступил. Первое, куда идет глюкоза из этого корма, это поддержание собственного организма, поддержание своей жизнедеятельности. And any glucose which is available above maintenance then goes for milk production. Once again, Hugh. So the glucose then which is available above maintenance goes for milk production. Оставшаяся глюкоза, которая осталась после поддержания организма коровы, идет на молоко. And for reproduction. И после этого все, что осталось, идет на следующий цикл, на репродуктивную функцию. But the problem is if the immune system becomes activated for any reason at all, this reduces the amount of glucose available for milk and reproduction. Но проблема нас поджидает в этот процесс, в этом механизме, если что-то пойдет не так и возникает какое-то воспаление, и требуется ответ иммунной системы на любое заболевание или воспаление внутри животного, соответственно, глюкоза перенаправляется на эту функциональность туда, куда требуется. And this is a natural survival mechanism of the dairy cow. It prioritizes the immune system before production and reproduction. То есть срабатывает эволюцией заложенный приоритетный механизм выживания коровы, когда собственное выживание важнее дальнейших циклов воспроизводства и будущих телят. So you can see from the graphic that as energy or glucose is diverted towards the immune system, then there's less available for reproduction and production. Соответственно, у нас перераспределяется глюкоза, большая часть идет на поддержание, на молоко и на ответ иммунной системы, и на воспроизводство на следующего теленка от этой мамки остается намного меньше глюкозы. So the thing to remember is that the cows may still milk well, but reproduction will be affected. И то, что мы видим на ферме, это то, что корова это все так же доится очень-очень хорошо, и у нее высокая продуктивность по надою, по молоку. Но ее репродуктивная функция и следующий цикл уже под большим вопросом. Okay, and if we have extreme levels of inflammation caused by stress or changes in the metabolism due to large changes in body condition score, then we have higher levels of inflammation. You have to repeat that whole phrase once again. Okay, sorry. So when we have this metabolic inflammation, that also consumes glucose, and that's going to have a negative effect on animal performance as well. Is it the sound? Yes, it's the sound. I'm sorry. Everything is like interrupting. Can you try again? Okay, so you can see that when we have this metabolic inflammation, okay, caused by these big changes in body condition score,
then it removes more glucose away from production and reproduction. То есть суть в том, что когда у нас есть воспаление, у нас эти воспаления воздействуют также на метаболизм перерабатывания пищевых элементов и на конкретное перераспределение, на некорректное перераспределение внутри организма. So preventing and controlling inflammation is a key to good reproductive performance. То есть суть всего сказанного заключается в том, что работа ветеринаров и гинекологов на хозяйстве заключается в том, чтобы профилактировать любые возможные воспалительные процессы у новотельных животных для того, чтобы сохранить будущее воспроизводство. Okay, and controlling inflammation is all about good transition cow management. Как же нам контролировать заболевания, спросят ветеринарные врачи. Все это, опять же, возвращает нас к транзитному периоду. So for good transition cow management, we need to focus on the 6 most important factors. Для того, чтобы транзитный период или сухостой у коров прошел успешно, есть 6 ключевых аспектов транзитного периода. So here's just a summary of those 6 most important factors of transition cow management. Вкратце на этом слайде для себя, для напоминания, вы можете увидеть 6 самых важных факторов. Что же нам в транзитном периоде важно? Okay, so the first one is that pre-fresh and post-fresh cows have adequate feed space and access to feed. Для глубоко стельных и новотельных животных нам исключительно важно обеспечить достаточное количество для животного на кормовом столе. Okay, and we're looking to provide at least 75 centimeters of feed space per cow. Мы рекомендуем, что это должно быть около 75, как минимум 75 сантиметров на голову. The second one is the timing of the movement of the cow into the maternity pen. Следующий момент – это логистика, это время перевода глубоко стельных животных в родильный бокс. Okay, so moving cows too early to a maternity pen has a negative effect on dry matter intake. Чем раньше мы будем переводить животных уже в родильный бокс, тем ниже у нас будет потребление сухого вещества. And this increases the period of negative energy balance prior to calving. Это увеличивает наш период отрицательного энергетического баланса у животного до отела. So if possible, move the cows to the maternity pen less than 2 days prior to calving. Хью рекомендует переводить животных из сухостоя в родильный бокс не дольше, чем за 2 дня до отела, лучше меньше. So the second one is grouping strategies prior in the pre-fresh period. Следующий момент – это стратегии, которые выбираются фермами для группировки животных внутри сухостоя перед отелом. We should try to avoid excessive group changes during that last 3 weeks prior to calving. В фазу сухостоя 2 или вот в этот самый транзитный период рекомендуется поддерживать группы животных в одном и том же состоянии и избегать еще раз пересортировки этих голов. Because these group changes cause stress and they depress dry matter intakes. Потому что эти социальные вмешательства в жизнь животных, перегруппировки приводят к дополнительному стрессу. Как только у коровы появляется стресс, опять же падает поедание сухого вещества и кормов. And we know that stress elevates cortisol levels, and this impacts the performance of the liver in producing glucose. Соответственно, стресс влияет на выработку кортизола, гормона стресса у коровы. Как только повышается выработка кортизола, это влияет как следствие на работу печени, на функцию печени и, соответственно, опять же влияет на метаболизм глюкозы. Okay, the fourth one is ensuring that the transition cows, especially the pre and post fresh cows, have sufficient space and time to lie down.
Следующий важнейший момент – это комфорт животных, чтобы не только у сухостойных, но и у свежих новотельных животных было достаточное место, и размер станка, размер лежаков позволял нашим отмучившимся новотельным головам спокойно размещаться для того, чтобы как можно больше увеличить время лежания. Okay, and the reason for this is that the claw horn tissue is very susceptible to damage during the transition period. Потому что нам нужно с вами обязательно помнить, что сам копытный рог во время транзитного периода имеет несколько другую структуру, и копыта подвергаются очень большому воздействию. And this risk can be avoided by having good cow comfort. Соответственно, копытам можно помочь, если мы будем работать над улучшением общего комфорта наших коров. So the recommendations are at least one stall per cow, or 10 square meters of lying space if they're in a straw or bedded pack. Нам нужно убедиться, что у новотельных животных и у транзитных животных в сухостое есть у каждой головы свой лежак, как минимум один лежак на одну голову. Если мы говорим про содержание сухостойных животных на глубокой подстилке, то это должно быть минимум 10 квадратных метров на голову. Okay, and the fifth point is preventing transition cows suffering from heat stress. Нам нужно убедиться в следующий момент, что транзитные коровы не страдают от теплового стресса. Because we know that those heat stress cows have elevated levels of inflammation. У коров, которым жарко и которые подвержены тепловому стрессу, у них у всех по дефолту повышенный уровень стресса. And we also know that if we keep transition cow cool during summer, they actually produce more milk and have better reproductive performance during lactation. Чем прохладнее нашим коровам в жаркий период во время теплового стресса, транзитным коровам, тем больше молока они дадут, конечно, в следующую лактацию. And the final factor is ensuring that we have no lame cows in the transition cow pen. Следующий, последний момент, наверное, самый сложный для нас, это нам необходимо убедиться, что в сухостое у нас нет ни одной хромой коровы, то есть параметр по хромоте 0. Okay, because those lame cows will have elevated levels of inflammation, they'll have poor dry matter intake, they will lose a lot of body condition, and they will have poor reproductive performance. Потому что хромые коровы имеют очень высокий уровень воспаления в целом в организме. Соответственно, у них опять же падает поедаемость кормов и, как следствие, пропадает необходимое нам количество глюкозы. Все это приводит к плохим результатам по следующему воспроизводству в следующем цикле. Okay, and these are the 6 factors which have been identified the world over as having an effect on transition performance. Все эти 6 факторов являются исключительно важными по всему миру. С какими бы фермами Хью не работал, в какой бы стране он не работал с коровами, именно вот эти 6 моментов являются очень важными, чтобы улучшить или ухудшить, не дай бог, воспроизводство на конкретном хозяйстве. Okay. And the reason these 6 factors have such big effect on transition cow performance is that sorry, please. No. Finish, please. Okay, is that they help to maintain dry matter intake up to calving and post calving, and they reduce the levels of stress. То есть самая главная наша задача вот это все корове дать с точки зрения менеджмента, чтобы потребление сухого вещества у нас было очень высоким и до отела, и после отела, что как следствие потенциально снизит уровень воспаления внутри организма. Okay, so just to a bit of revision. So hopefully I've explained to you that glucose is a very important nutrient for reproductive performance. Надеемся, что Хью смог вам рассказать необходимость и важность, почему глюкоза является таким важным фактором в кормлении для воспроизводства. Напишите, так ли это. And hopefully I've given you an insight into how
the availability of glucose for reproductive performance can be affected by transition cow management. И, соответственно, наличие глюкозы у коровы, которую она должна направить на будущий цикл воспроизводства, этот уровень глюкозы очень сильно зависит от менеджмента животных в транзитном периоде. Okay, so now let's just take a look at how glucose availability actually affects follicular development. Теперь давайте посмотрим, как наличие глюкозы влияет на созревание фолликулов у коровы. Okay, so one of the important growth factors in terms of follicular development is insulin-like growth factor. Одним из самых важных факторов является инсулиновый фактор роста. And when we have sufficiently high levels of glucose, we have higher levels of insulin-like growth factor, and this helps for the follicle to mature and to ovulate. Когда у нас в организме есть достаточное количество глюкозы, у нас также достаточно высокое количество инсулиноподобных факторов роста. Именно они влияют на выработку развития фолликулов для следующего цикла воспроизводства. So when we have extreme negative energy balance and a deficit of glucose, the level of circulating IGF declines. Соответственно, когда у нас очень большой отрицательный, то есть очень сильный отрицательный энергетический баланс, у нас достаточно низкое количество фактора роста, иммуноглобулиноподобного фактора роста. And if IGF levels are low, then follicular development is compromised and cows become anestrus, they don't ovulate. Соответственно, когда у нас инсулинового фактора роста достаточно мало, коровы перестают овулировать и таким образом не приходят в следующий цикл. Okay, and this all depends on the extent of the negative energy balance within the animal. Все это, опять же, зависит от количества энергии отрицательной и положительной, и от серьезности отрицательного энергетического баланса внутри коровы. So good transition gives us good dry matter intakes, gives us less negative energy balance, gives us better reproductive performance. То есть, опять же, хороший транзит, вот эта фаза от сухостоя до отела и первые дни после отела, дает нам сильное или высокое потребление сухого вещества, что, как следствие, дает нам менее критически важный отрицательный энергетический баланс. Как следствие, у животного хватает глюкозы, и она приходит в следующий цикл, то есть ее функция воспроизводства, репродуктивная функция срабатывает. And the other thing as well is that the follicles or the oocytes in the ovaries, they have a requirement for glucose as an energy source. Момент, что ооциты или будущие наши фолликулы внутри яичников, им также необходима глюкоза для роста и для развития. Okay, and this uptake of glucose requires insulin. Соответственно, для того, чтобы они могли эту глюкозу усваивать, да, и использовать, требуется инсулин. And if we have a high degree of negative energy balance, low levels of glucose, then insulin levels are going to be low as well. Соответственно, если у нас сильный отрицательный энергетический баланс и глюкоза никак не может попасть туда, где ей нужно сработать, у нас также перестает вырабатываться инсулин. And these follicles are going to fail to develop without adequate glucose. Фолликулы теряют возможность развиваться нормально, корректно, без глюкозы. And they're going to fall into an anestrus state where they don't cycle. Соответственно, корова не приходит в следующую охоту и не теряет способность к осеменению. Okay, so this next chart just really shows how inflammation and glucose
affect this anestrus condition within the dairy cow. Следующий слайд показывает нам, как и воспаление, и недостаток глюкозы влияют на приход или не приход в охоту наших коров, то есть на состояние анеструса. And you can see here that this type 1 and type 2 anestrus is directly driven. Once again, Hugh, type 1 and type 2. Мы потеряли связь ненадолго с нашим спикером. Надеюсь, что все понятно, пока было то, что Хью рассказывает. Вижу, что идут вопросы. Напишите, все ли понятно. Суть слайда про воспаление и дефицит глюкозы заключается в том, что их есть несколько типов анеструальных коров. Тип 1 и 2 исключительно сильно зависят от дефицита глюкозы. I'm trying to explain the type 1 and type 2. Yeah, that's fine, sorry. No problem. You can just continue. Okay, so you've explained type 1 and type 2. That they depend on the negative energy balance. And the availability of glucose, yes, yeah. Okay. Типы 1 и 2 очень сильно зависят от отрицательного энергетического баланса и от наличия достаточного количества глюкозы. So in these situations, there's no real development of the follicles. И когда у нас есть дефицит глюкозы или сильный отрицательный энергетический баланс, мы должны понимать, что наши фолликулы будущие просто не будут развиваться. So in the type 4 anovulatory state, we have this persistent CL, which fails to ovulate. И в следующих двух типах, 3 и 4, у нас уже срабатывают гормоны, то есть отсутствие гормонов, и корова также точно не приходит в следующую охоту, не показывает овуляцию, прошу прощения. And this is driven directly by the presence of inflammatory factors within the circulation. То есть наличие овуляции у животного, на это наличие на овуляцию влияет все то воспаление, которое у коровы присутствует в организме. Okay, so to better explain that, we have two types of prostaglandins. Чтобы проще это объяснить, то есть есть два типа простагландинов. Okay, so we have prostaglandins, which have a positive effect on the demise of the corpus luteum. Есть простагландины, которые оказывают положительный эффект на желтое тело. Okay, and their role is to cut the blood supply to the CL, which causes it to die. Их роль заключается в том, что они прерывают поступление крови к желтому телу, и, как следствие, желтое тело отмирает, не развивается. So when we have inflammation, we have the production of prostaglandins, different prostaglandins, which have a pro-inflammatory effect. Соответственно, когда у коровы в организме идет воспаление, у нас развиваются и присутствуют в большей мере не те простагландины, которые нам нужны, а именно те, которые провоцируют отмирание желтого тела, чтобы снизить нагрузку на корову. And these maintain the blood supply to the corpus luteum and prevent it from regressing. Есть же простагландины, которые помогают крови поступать в желтое тело и не дают ему отмирать, то есть позволяют развиваться нормально. Okay, and then the final type of anestrus, the type 3, is probably driven by high levels of production, milk production, which increase the clearance rate by the liver of estrogen and progesterone. И следующий тип, третий, это одна из причин анеструса животных, неприхождения, да, в охоту, нарушение цикла. Это то, что вызвано слишком большой молочной продуктивностью,
Как следствие, у нас нарушается, опять же, функция выработки гормонов. Which hormones again? Estrogen and progesterone. Прогестерон и эстроген, конечно. So apart from transition cow management, if we want to optimize reproductive performance, then we need to provide a very glucogenic diet. То есть что нам делать? Помимо хорошего транзитного менеджмента, чтобы нам дать эту глюкозу, нам нужно убедиться, что у нас есть рацион с высоким содержанием глюкозы. So the objective is to maximize the amount of starch and sugars and digestible fiber in the diet. Наша задача максимально дать корове крахмалы, сахара и потенциально сильно усвояемую клетчатку, Which are going to be the precursors for propionate and then glucose. которые будут сами по себе помогать провоцировать потребление или выработку глюкозы, сначала пропионовой кислоты и, как следствие, глюкозы. But we need to do this without causing acidosis and compromising rumen health. Но все это нужно дать корове, чтобы избежать ацидоза и не навредить здоровью рубца. Okay, so what's really important is the way we manage the feeding process of these post-fresh and peak lactation cows. То есть сам процесс кормления, менеджмент кормления новотельных и животных во время пика лактации тоже, конечно, очень важен. Okay, so rumen health can be optimized by a consistent delivery of feed, so not letting cows go without feed. Once again, Hugh. So rumen health can be optimized by ensuring that we always have feed in front of the cows. Естественно, рубцу нашему мы можем помочь благодаря тому, чтобы мы убедимся, что у нас всегда есть постоянное наличие корма. It's important that there's sufficient bunk space for all the cows to eat at the same time. Также нужно убедиться, что кормовых мест хватает для того, чтобы все коровы могли есть свежеподанные корма одновременно. Okay, and this is why I recommend for those post-fresh cows again that we have 2-row barns and not 3-row barns. И поэтому одна из рекомендаций Хью всегда для новотельных животных, чтобы у нас коровники были спланированы по принципу двухрядных коровников, а не трехрядных коровников. And if we want good rumen health, we need to be sure that the cows have a comfortable stall to lie in, because when they lie down, then they ruminate and they have better rumen health. Ну и, конечно, нужно все равно на дизайн лежаков смотреть не только в транзите, но и для молочных коров, потому что как только наши коровы ложатся, они начинают процесс ферментации, руминации, да, пережевывания жвачки, и за счет этого мы можем помочь рубцу избежать ацидоза. So feeding glucogenic precursors in the post-fresh period is advantageous. Поэтому дача корове вот этих вот ингредиентов, то есть крахмалов, сахаров, которые провоцируют выработку глюкозы, конечно, является большим преимуществом. So examples of those would be glycerol and propylene glycol. Или пропиленгликоль, как примеры. And of course, including chromium in the diet will have a significant improvement in glucose utilization. Ну и, конечно, включение и введение хрома в рационы очень сильное влияние оказывает на усвоение глюкозы и на биодоступность, на активацию инсулина для того, чтобы глюкоза была биодоступна. Okay, and it's also very important that we transition the rumen from the dry cow diet to the peak production diet in a gradual process. И, соответственно, очень важно, чтобы мы могли сделать транзит рубца из более-менее спокойно и также последовательно, без кормового стресса. Okay, so I like to base my recommendations on the level of non-fiber carbohydrates in the diet. Хью говорит, я, когда делаю рационы, всегда учитываю уровень неуглеводных ингредиентов в рационе.
So I would ensure that my close-up diet had around 25% NFC. То есть тогда для сухостоя 2 перед отелом животных, для них будет около 25% NFC, то есть это как раз не углеводные компоненты. Then my post-fresh would be 35% and my peak production diet would be 40%. Для новотельных коров это будет около 35%, и для пиковой лактации будет около 40%. And this helps to transition the rumen, but it also helps to maintain and achieve higher dry matter intakes in the post-fresh period. Помимо того, что мы делаем более-менее комфортный, спокойный транзит рубца, здесь мы уже говорим про транзит рубца, мы также, опять же, увеличиваем или поддерживаем, даем возможность коровам увеличить поедание сухого вещества. Okay, so let's look at some other factors which affect reproductive performance. Давайте посмотрим на другие факторы, которые влияют на воспроизводство. Okay, and one of the biggest ones is the amount of body condition score loss in the early lactation period. Когда мы говорим про упитанность, то есть снижение упитанности в период раздоя, это также связано с отсутствием овуляции. So what we're looking at here is the body condition score along the bottom. Здесь у нас по горизонтальной прямой оценка упитанности в баллах, с которой мы с вами знакомы. And then the rate of anovulation within the population of cows on the vertical axis. И отсутствие овуляции на коровах. And what you can see is at both ends of the scale, both fat cows and thin cows have issues with anovulation. Как мы видим, что у нас коровы как худые, так и раскормленные с двух сторон нашей графы, да, про упитанность, имеют проблемы с приходом в охоту и с овуляцией следующего цикла. So what's really important is when our cows reach the end of the voluntary waiting period and they're ready to breed, that their body condition score is above 2.5. Соответственно, наша с вами производственная задача убедиться, что когда коровы подходят к концу вот этого добровольного периода ожидания и готовы к следующему осеменению, наша с вами задача сделать так, чтобы кондиция тела была 2,75, около вот этого параметра. Okay, so this chart just shows really the effect of body condition score changes during the early lactation period on conception rates. На таблице вы видите взаимосвязь, как у нас в зависимости от изменения кондиции тела по схеме, как сильно это влияет на следующие овуляции. So we have two lots of cows. We have cows which either maintained or gained weight after calving, and those cows which lost weight in the post-calving period. Две колоночки. В первой колоночке те коровы, которые остались в той же кондиции или пошли на повышение кондиции тела и веса после отела. И следующая колонка – это те коровы, которые показали снижение массы тела. Okay, and it's no surprise that these cows which lost the most weight, those produce the most milk. Понятно, что очевидно, что те коровы, которые the ones that lost the most weight produced the most milk. Yeah. Те коровы, которые показали сильное снижение тела, дали достаточно, больше молока. But those cows also had the worst reproductive performance. Но не нужно радоваться, потому что эти же коровы, которые дали нам больше молока в эту лактацию, показали худшие результаты по последующим осеменениям успешным. Okay, so this was in a experimental situation, okay, but it's unlikely that you'll be able to achieve no body condition score or weight loss in early lactation on a real dairy farm. То
То есть это скорее экспериментальная таблица, нежели реальные, то есть это собранные данные с нескольких хозяйств, нежели ситуация на одной ферме. But the point of the slide is the more body condition score we lose, the bigger the negative effect on reproductive performance. То есть, несмотря на то, что мы вроде бы как видим молоко, нам с вами нужно всегда помнить, что чем больше массы тела наши животные теряют после отела, тем хуже будут следующие показатели по следующему циклу воспроизводства. Okay, so in the next slide, I just want to try and explain how body condition score and the level of fat within the animal affects reproductive performance. На следующем слайде хочу показать вам, как количество раскормленных коровах, количество жира влияет на репродуктивную функцию. Okay, so the fatty tissue within the body of the animal produces a adipokine called leptin. Жиры или жировая ткань, которая нарастает в организме тела коровы, производит определенные, скажем так, как их правильно назвать, адипонектины и лептины. And this leptin acts on the hypothalamus and the pituitary gland in the brain to stimulate the production of LH and FSH. И они уже в свою очередь влияют на функцию гипоталамуса, который вырабатывает, увеличивает или снижает воспроизводство гормонов ЛГ и ФСГ. And these two factors are very important in orchestrating the development of the ovaries and the follicles. Соответственно, уже эти репродуктивные гормоны влияют на выработку, на корректное развитие или не показывание овуляции. То есть фолликулы либо развиваются, либо овуляция не наступает. So if we have very thin cows with low levels of fatty tissue, the production of leptin is also decreased. Соответственно, если у нас жирные, раскормленные коровы с большим количеством жировой ткани, производство лептина падает. Okay, and if we have low levels of leptin, then we have low levels of FSH and LH production, which affects development of the follicles. Как только нам перестает хватать лептина, у нас снижается выработка репродуктивных гормонов ЛГ и ФСГ, и как следствие не развиваются фолликулы. Okay, and it's not just the thin cows and its association with leptin, which affects reproductive performance. Но лептин воздействует не только на худых, тонких наших коров. Okay, so like I said, these cows who are thin, they produce very low levels of leptin. Худые коровы также имеют очень низкий уровень лептина. Okay, but the fat cow who has been fat during the dry period is producing a lot of leptin, high levels of leptin. Но раскормленные большие коровы, которые оказались в такой стадии во время сухостоя, они производят очень много лептина. And if the hypothalamus in the brain is exposed to high levels of leptin continuously, then it fails to respond to the stimulus and it doesn't produce FSH and LH. Но при слишком высокой выработке лептина гипоталамус в мозгу у животного теряет чувствительность к нему и перестает вырабатывать так же, как и при недостатке лептина, репродуктивные гормоны. Okay, so are we taking a break now? Maybe for just 2 or 3 questions, and then we continue because time is running. Oh, okay. Yep. Хью предлагает сделать буквально короткую паузу, простите, чтобы ответить на 2-3 вопроса, которые поступают в чат, и двинемся дальше, потому что материала очень много.
Добрый день, уважаемые коллеги! Рада всех приветствовать сегодня на нашем вебинаре. Да, действительно, у нас есть несколько вопросов. Я готова озвучить. Парочку. Парочку, да, парочка есть. Значит, не совсем понятно, что значит берут только коров в период до 42 дней, на второе последующее осеменение. Back to the question about timing for the cows. Hugh, you said that for the second and consequent inseminations, there should be cows no more than 42 days. What does it mean exactly? Okay, so we'll actually come to that later on in the presentation, and then I can show the slides which explain the target and why the target is 42 days. Чуть позже мы вернемся конкретно именно к этому моменту, и Хью объяснит, почему производственная цель именно 42 дня. Спасибо большое. Еще один короткий вопрос. То есть при сильной потере массы коровами у них вообще не может быть овуляции. Правильно ли это? Is it correct to say that if the cows lose the body weight too much, they will not have ovulation? Yes, they can become anovulatory. Yes, they can fail to ovulate if they have severe negative energy balance. Yes. Да, корректно. Если у коровы сильный энергетический, отрицательный энергетический баланс, то да, коровы не дают овуляцию, то есть показывают анеструс. And for those cows which lose a lot of body condition, sometimes it's worth delaying the breeding on those animals because to have a better chance of conception. И для тех коров, которые потеряли огромную массу тела слишком сильно, для них, возможно, стоит дать все-таки более долгий период и дать им восстановить массу тела перед тем, как давать им следующее осеменение. Спасибо. Таисия, уточни, пожалуйста, есть ли у нас время на еще один вопрос, или мы продолжаем? Еще один вопрос, и потом продолжаем. One more question, and then we continue. One more question. Okay. Спасибо. Из жировой ткани идут жирные кислоты и глицерин. А что лучше применять в кормах при необходимости? Глицерин, пропиленгликоль или пропионаты? So from the fatty tissues, we have glycerin, you're saying, that which is produced from the fatty tissues. And in the feed, what do we need to give? Propylene glycol or propionates or glycerin? Yeah. So propylene glycol is probably your most your best producer of glucose. Okay, but glycerol works as well. Пропиленгликоль, скорее всего, конечно, является лучшим средством для производства глюкозы. Глицерин или глицерол, как они его называют, тоже подходит. Спасибо большое. Спасибо за вопросы. Господа, очень приятно, что вы нас слушаете так внимательно. It's very nice that people are listening to us so carefully and have specific questions. I suggest we continue. Okay, excellent. Okay, so now we're going to just look a bit about how we develop our reproductive strategy. Сейчас уже во второй части презентации мы двигаемся дальше. Посмотрим, какие у нас могут быть стратегии, применяемые по воспроизводству конкретно на ферме. Okay, and the first thing to decide on really is what your voluntary waiting period is. And your voluntary waiting period is the number of days you wait from the point of calving to when you start inseminating the cows. ПДО – это, наверное, самый важный вообще аспект с точки зрения воспроизводства, то есть это период добровольного ожидания, это период до того момента, как вы опять начинаете осеменять своих коров. Okay, and the decision you make depends on two factors. It depends on the conception rate to first service and the insemination rate. Период ПДО зависит от двух факторов. От, once again, from conception rate and insemination rate or heat detection rate, yeah. То есть от индекса оплодотворяемости и от искусственного осеменения, то есть от выявления охоты на коровах. Okay, so as an example, if we have
70% insemination rate or heat detection rate. So we're identifying. Sorry. Если у нас, например, 70% индекс выявления охоты, And our conception rate to first service is 40%. а показатель оплодотворяемости за первое осеменение 30%, Then we can set our voluntary waiting period at around 68 days. тогда можно наш ПДО, вот этот период добровольного ожидания, установить приблизительно в 68 дней. Okay, so the things which drive this are obviously the insemination or heat detection rate. Конечно, вся эта таблица, весь этот расчет зависит от выявления охоты, от индекса охоты. And this is where synchronized breeding protocols work very well. И вот в этом моменте, в этом аспекте, конечно, хорошо работают протоколы синхронизации. Because your insemination rate with those synchronized breeding programs can be around 90 to 100%. Потому что индексы оплодотворяемости могут быть, индексы осеменения могут быть почти до 100%, доходить от 90 до 100% при программах синхронизации. And if you compare that with manual heat detection systems, you may be down at around 60%. При, так сказать, традиционном или ручном выявлении охоты у нас этот параметр падает до 60%. Okay, so the more effective we are at identifying cows for breeding or submitting cows for breeding, and the better our transition cow management is and our conception rate to first service, then our voluntary waiting period can be longer. То есть наша задача, конечно, таргетно, целевым способом работать над всеми вот этими частями нашего пазла. Мы большое внимание уделяем транзиту, мы следим за количеством поедания сухого вещества, и мы очень внимательно работаем над следующим циклом, выявлением охоты и применением программ синхронизации к нашим животным, которые показывают следующий цикл, следующую охоту. Тогда мы можем, конечно, добиться достаточно высоких процентов. Okay, so we often get asked the question, should first lactation animals have an extended voluntary waiting period? И очень часто вопрос мы видим и задают нам, может ли быть более длинный период ожидания у первотелок? And what the data shows or the research shows that the first lactation animals will benefit in terms of conception rate from an extended voluntary waiting period. Исследования показывают, что да, животные первой лактации будут чувствовать себя лучше и покажут лучшие результаты при более длинном периоде добровольного ожидания. And the other cows which will benefit would be those cows which had transition problems or those cows which lost excessive amounts of body weight in the first in the early lactation period. Следующей группой животных, которым можно дать более длинный ПДО, это проблемные животные, то есть те животные, которые в транзите показали какие-то сложности, или те животные, которые имеют проблемы с воспалением и воспалительными процессами в период ранней лактации. So it's beneficial to have two voluntary waiting periods, one for cows which have no problems, and then one for first lactation and cows with problems. То есть Хью говорит, я бы сделал так, что у меня было бы два параметра по сроку до следующего первого осеменения. То есть это был бы ПДО или вот этот период добровольного ожидания для здоровых, нормальных животных и ПДО для проблемных животных с транзита или и туда же мы включаем животных первой лактации. Okay, so just some points on how do we manage reproduction, and one of the key points is that first insemination, the days in milk at first insemination. Самым важным тоже параметром здесь является количество дней лактации к моменту осеменения. Как нам правильно это спланировать?
So this is a screenshot from Dairy Comp. Скриншот из программы Dairy Comp, одной из ферм. And we can see the dotted line is the dairy's voluntary waiting period. Пунктирные линии – это как раз ПДО или вот эти периоды ожидания на хозяйстве. And the blue line is the 100 days in milk when all cows should be inseminated. Синяя линия посередине – это 100 дней лактации, то есть это срок, когда все коровы должны быть осеменены. So you can see that without a synchronized breeding program, we have a big variation in the days in milk at the first insemination. И видно, что без программ синхронизации у нас разница в днях в молоке, да, или дни лактации, разница между этими коровами очень большая. Okay, so if we compare this with a synchronized breeding program, если мы сравним то же самое, но с хозяйством, где применяется программа синхронизации, we can see that there's a lot less variation in the days at the first insemination. то у нас намного меньше вот этот порог вариативности по количеству дней лактации среди наших коров. Okay, and a synchronized breeding program is not the only way you can achieve having all cows inseminated by 100 days in milk. Но нужно понимать, что это не панацея, и программа синхронизации – это не единственный способ, как можно достичь, чтобы у нас на 100-й день лактации все коровы были осеменены повторно. Okay, what the key is that when we get to 70 or 80 days, that then any cows which haven't been inseminated are put onto a synchronization protocol. Но цель такая, что если мы подходим к 60-му, 70-му дню лактации, те коровы, которые не осеменяются, их можно выводить в отдельные группы и ставить уже на протоколы синхронизации. Okay, so I suppose the other thing is, are these synchronized breeding protocols, are they essential in large herds? Следующий, конечно, вопрос, насколько эти программы синхронизации актуальны для крупных ферм. Okay, so there's a lot of technologies on the market in terms of pedometers, in terms of activity monitors, all of which can help us to identify cows for insemination. На рынке есть большое количество инструментов, это и педометры, и разнообразные приспособления, и механизмы, которые помогают выявлять охоту на животных. And these can be very effective for identifying cows for insemination after the voluntary waiting period. Они могут быть тоже исключительно эффективны для выявления коров для осеменения после периода ожидания. Which eliminates the total number of cows we need to synchronize. И таким образом, при, например, использовании педометров или любых других альтернатив, можно снизить количество коров, которых нужно подвергать синхронизации. But the key point is that we still need to synchronize those cows not bred in order to breed them before 100 days in milk. Но те коровы, которые не осеменились, их все равно желательно, скорее всего, ставить на протоколы синхронизации, чтобы они показали стельность до 100-го дня лактации. Okay, so the biggest benefits of synchronized breeding programs are based on the fact that high-yielding cows show less signs of heat. Тут очень тонкий момент, что высокопродуктивные коровы по молоку показывают следующую охоту хуже всего. So we can see here that the duration of the estrus decreases with the level of milk production. И нужно понимать, что длительность охоты эструса сокращается у очень продуктивных животных. Чем выше молочная продуктивность, тем короче будет длина эструса. So if you're in this situation with high-yielding cows, if you're relying on visual detection of estrus, it's very inefficient. Поэтому если у нас очень высокопродуктивное поголовье, и при этом мы полагаемся на визуальное выявление следующих охот, это может быть неэффективным механизмом.
So the next question we're going to address, and this was one of the questions we had during the interval, was that how many days should we be inseminating cows which do not receive to first service? Сейчас мы как раз вернемся к вопросу, который нам задали во время небольшой паузы. Это через сколько нужно осеменять коров, которые не осеменились при первой попытке. Okay, so here's our first insemination. Вот наше первое осеменение. And this is our cows coming into estrus, which were non-pregnant after the first insemination. И коровы, которые приходят заново в охоту, которые не показали стельность после первого осеменения. Now, then, if you can detect these cows in estrus, it's quite possible to inseminate them. Если вы видите охоту на этих коровах, то осеменить их должно быть достаточно просто. But where possible, I would delay pregnancy diagnosis on those cows you don't see in estrus until around about 32 days. Но на тех коровах, на которых вы не видите охоту, я бы, говорит Хью, отложил проверку стельности до 32 дней. And the reason for that is that the ultrasound is much more reliable in terms of identifying pregnant and non-pregnant cows. Причина этому это то, что ультразвуковое исследование более эффективно при выявлении стельных или нестельных животных. So at this point then we can resynchronize those cows which are identified as non-pregnant. На этом уже моменте мы можем как раз синхронизовать тех животных, которые показали на ультразвуке отсутствие стельности. And in 10 days time we inseminate all those cows which have been synchronized. И через 10 дней всех тех, кого мы синхронизовали, мы осеменяем. Okay, so by 42 days post first insemination, any cows which are non-pregnant have now been re-inseminated. То есть к 42-му дню все те коровы, которые не забеременели, не показали стельность, будут уже повторно осеменены и должны быть стельными. Okay, now the beauty of this system is that all these cows which we're going to ultrasound at day 32 can already begin a synchronization protocol at day 25 without affecting any pregnancies. Красота этой системы в том, что те коровы, которые на 32-й день идут на ультразвук, уже являются частью синхронизованной программы без нарушения их потенциальных стельностей. And so we can use that ultrasound at day 32 not just for confirming the state of pregnancy, but also to assess the state of the ovaries. И вот этот ультразвук на 32-й день можно использовать по двум причинам. Не только для выявления стельное-нестельное, но и для оценки функции яичников. Okay, and at this point we have the option of two different synchronization protocols depending on the state of the corpus luteum. И на этом моменте у нас может быть два потенциальных хода развития событий, два потенциальных протокола в зависимости от состояния желтого тела. Okay, so if the cows which are corpus luteum positive, they go onto a short resynchronization protocol. Те, у кого есть желтое тело, и мы видим наличие желтого тела, они идут на короткий протокол. With timed AI. Искусственным осеменением по времени. And then those cows which are corpus luteum negative, they go on to a different protocol with a progesterone releasing device. А те, которые показывают отсутствие желтого тела, идут на так называемый длинный протокол синхронизации с механизмами прогестерона. Okay, and for those of you who are involved with ultrasound, I've just highlighted here what we term as a CL positive and what we call a CL negative, how we define them.
чтобы мы определились с вами, как всегда, самое важное в любой такой дискуссии, это определиться в терминологии, как мы определяем наличие желтого тела, корпус лютеум или отсутствие желтого тела. So a corpus luteum positive cow is defined as an animal with a corpus luteum with a bigger width than 15 millimeters and a follicle greater than 10. Диаметр желтого тела у положительной коровы должен быть более 15 миллиметров, а диаметр фолликула более 10 миллиметров. And if the corpus luteum is less than 15 and the follicle is less than 10, then it's classified as a CL negative cow. Соответственно, если желтое тело и фолликул менее 15 миллиметров и 10 миллиметров соответственно, то такая корова классифицируется как отсутствие, корова с отсутствием желтого тела. And this then defines which resynchronization protocol you follow. В соответствии от этого определения, как мы определили желтое тело, мы выбираем, по какому протоколу синхронизации мы идем. So to finish off the presentation for today, we're just going to look at how Zimpro products can influence reproductive performance. Мы потихонечку подходим к окончанию или приближаемся к концу нашей презентации. И сейчас, конечно, поговорим о том, как микроминеральное кормление и микроэлементы могут помочь в процессе улучшения воспроизводства. Okay, and the first one we're going to look at is going to be chromium, avalochromium. Первое, на что мы будем смотреть, это хром, авайлохром. So cows that are fed avalochromium have lower or have less weight loss in early lactation. Коровы, которым вводили в рацион хром, имеют более низкую потерю веса в раннюю лактацию после отела. So on this graph, we're looking at the body weight profile of cows fed either avalochromium or not fed chromium in the blue. Здесь мы смотрим на коров и на вес этих животных. Зеленая – это коровы, которые получали хром, синяя – это коровы, которые не получали хром в контрольной группе. Okay, and I'll just remind you from today's presentation that those cows that lose less weight are going to have better reproductive performance. И возвращаемся к тому, что Хью озвучил ранее. Те коровы, которые меньше теряют вес, то есть которые лучше поддерживают свой вес после отела, лучше показывают следующие циклы воспроизводства. Okay, so the other benefit of feeding chromium to transition and early lactation dairy cows is that it has a positive effect on dry matter intake. Следующее огромное преимущество хрома – это то, что он оказывает очень сильное воздействие на поддержание потребления сухого вещества. So these are the improvements in dry matter intake compared to the control animals which weren't fed chromium. Улучшения на графике видны по сравнению с контрольными животными, контрольными группами, которым не скармливался хром. We can see that both in the prepartum and the postpartum period, we have a positive effect on dry matter intake. И интересным фактором здесь является то, что коровы, которые получали хром, сохраняют массу, соответственно, сохраняют потребление сухого вещества как в предотельный, так и в постотельные периоды. So better dry matter intake, less negative energy balance, better reproductive performance. Еще раз, лучшее потребление сухого вещества, то есть коровы не отказываются от кормов, соответственно, большее наличие глюкозы, потому что у нас менее сильный отрицательный энергетический баланс. И из-за доступности глюкозы лучшие результаты по следующему воспроизводству. So the other benefit of feeding chromium is that it improves glucose metabolism within the body. Ну, следующем, это мы уже об этом поговорили, но чтобы объяснить еще раз, то есть можно свести к тому, что хром улучшает биодоступность и метаболизм глюкозы в теле коровы. Okay, and what chromium does is that it improves the receptiveness of the insulin receptor for insulin in the body. Что делает хром? Он активизирует инсулин и инсулиновые рецепторы внутри организма коровы для тела.
And remember, those tissues involved in reproduction, they require glucose and they require insulin to absorb glucose. Помните, чтобы избавиться от воспаления, в любом органе коровы, будь то хромота или вымя, неважно, требуется глюкоза. И нужно, чтобы эта глюкоза усвоилась и была биодоступна для этих поврежденных воспаленных тканей. So insulin binds to the receptor and this signals the release of the glucose transporters to the surface of the cell, which allows absorption of glucose. То есть хром активирует инсулиновый рецептор, и благодаря этому рецептору глюкоза проникает и становится более доступна внутри клетки, в органе, где происходит воспаление. And what the chromium does is that it improves the sensitivity or the responsiveness of the insulin receptor to insulin. То есть хром, грубо говоря, будет инсулиновые рецепторы. Он делает инсулиновые рецепторы более активными, благодаря чему увеличивается доступность глюкозы. Okay, and what we see in dairy cows which are fed chromium is that we also see improvements in conception rates. И на коровах, которым вводили хром в рационы, мы видим улучшение не только в количестве массы на животных, но и в индексе оплодотворяемости на этих коровах видны очень сильные изменения. And these improvements are down to that improved glucose metabolism and improved dry matter intake. Соответственно, опять возвращаемся, что индекс оплодотворения настолько повышается за счет того, что у нас больше глюкозы доступно, за счет того, что ее, в принципе, больше в организме, несмотря на воспалительные процессы. Okay, so let me just explain this chart to you. We have control and those cows fed chromium. На графике вы видите контрольная группа, и синяя – это группа коров, которым вводили хром. And the days are related to the number of days after the voluntary waiting period. So this would be the reproductive performance from day 60 to 88. То есть это мы смотрим на эффективность воспроизводства с 60 по 88 день. So the benefit of chromium is that in the early breeding period, we have better conception rates. То есть как можно объяснить этот слайд, что как только заканчивается период добровольного ожидания, в начале следующего периода индекс оплодотворяемости, как только мы начинаем осеменять наших коров, при наличии хрома, который скармливали им в течение предыдущего периода, индекс оплодотворяемости выше. The other benefit of feeding Zimpro performance minerals is that cows recover quicker after calving and they conceive quicker as well. Ну и большим преимуществом является то, что, конечно, после отела при наличии микроминеральных комплексов наших коровы восстанавливаются быстрее после факта самого отела и быстрее приходят в следующую охоту. Okay, so here we have two groups of cows. The red cows are fed inorganic trace minerals and the blue are fed Zimpro performance minerals. Две группы животных на графике. Первая группа в красном отмеченная – это традиционный источник неорганических микроэлементов. Голубая линия – это минеральные комплексы наши органические. Okay, and on the vertical axis we have the percentage of cows pregnant. По вертикальной мы видим с вами долю или индекс стельности, то есть долю стельных коров. Okay, and what we can see that those cows fed Zimpro performance minerals, they get pregnant at a higher rate than those cows fed inorganic trace minerals. По горизонтали мы видим дни отела. И что можно заметить, что коровы на органических минеральных комплексах быстрее становятся стельными по сравнению с животными, которые получают неорганические микроэлементы. So these were normal cows with no transition cow problems.
Но сейчас мы с вами смотрели и в том, и в другом варианте на нормальных, здоровых коров без заболеваний после отела. So in this next slide, now we're comparing cows fed inorganic or Zimpro, but cows which had transitional problems. На этом слайде сейчас вы видите тоже две контрольные группы. То есть одна контрольная – это неорганические микроэлементы, вторая синяя – это коровы, которые потребляли органические минеральные комплексы Zinpro. И единственное различие, что эти животные были с большим количеством транзитных заболеваний и с низким статусом здоровья. Okay, and what we can see is both groups of cows are slower at getting pregnant. Обе группы животных, конечно, показывают стельность более медленно. But then the Zimpro-fed cows have superior reproductive performance later in lactation. Но коровы, которые потребляли металлоаминокислотные комплексы наши, показывают все-таки более высокую стельность, большее количество коров. And then by the end of the study, we have a higher percentage of Zimpro cows which are pregnant compared to the control. И к концу исследования, практически на 300-й день, коровы в группе с органическими комплексами, потенциал или индекс стельности на этих коровах намного выше. Okay, so all the research that we've done with Zimpro performance minerals shows that we have a positive effect on reproductive performance. Все исследования, которые проводит компания Zinpro по поводу воспроизводства, оказываются очень интересными и показывают положительное воздействие наших аминокислотных комплексов на именно аспекты воспроизводства коров. Okay, and here's a summary of our 20 trials in terms of the reproductive performance parameters. На этом слайде вы видите сводную таблицу с краткими итогами 20 испытаний по хозяйствам, где проводились сравнения контроля с аминокислотными комплексами Zinpro по воспроизводству. And please note that in each case, so we have fewer days to insemination, we have less days open, and we have fewer services per conception, and all these are highly significant. То есть все очень важные параметры, которые влияют на экономику и на успешность по воспроизводству, показывают улучшенный результат, начиная от количества дней до первого осеменения, заканчивая общим количеством дней сервис-периода. И еще одно важное замечание – это число осеменений или количество осеменений на одно оплодотворение. Okay, so we started the presentation this afternoon by talking about the financial value of reproductive performance or the financial implications. Начали нашу презентацию сегодня с финансового воздействия на воспроизводство, что же нам стоит хорошее или низкое, наоборот, воспроизводство. And I think it's only correct that we demonstrate that there's a financial performance or a financial advantage from feeding Zinpro performance minerals to dairy cows in improving reproductive performance. По итогам нашей презентации все это можно свести вот к данному слайду, но уже с точки зрения экономики в рублях или в долларах в нашем случае. То есть при введении аминокислотных комплексов Zinpro улучшения налицо, и экономические улучшения также легко посчитать. Okay, so if we look at it in terms of a reduction in days open, this is worth about $40 per cow per year. This reduction of 30 days. Если мы смотрим на снижение снижение количества дней сервис-периода, мы говорим о сумме около $40 на корову в год. And similarly, that improvement in 5.5 points improvement in preg rate gives us a similar improvement in financial performance. So two different metrics, but a very similar financial response. And $40 and $30, is it per day or per point?
So it's not additive, right? It's just it's two different metrics, but it shows a very similar, and it's per cow per year. Per cow per year. То есть два разных параметра, если мы с вами рассмотрим, количество дней сервис-периода $40 на корову в год и улучшение индекса стельности или, соответственно, ухудшение, в нашем случае улучшение, около $30 на голову в год. Эти две разные метрики можно сложить, сумма, конечно, складывается. But of course, that doesn't take into account all the other benefits of feeding Zimpro, which are reduced lameness, which are higher milk production, which are lower somatic cell counts. И помимо этого, конечно, есть улучшение за счет цинка, который мы также предлагаем по хромоте, за счет снижения соматики в молоке, за счет сохранения надоев в жаркий период. Все эти параметры можно также перевести в денежный эквивалент. Okay, so to summarize. Для подведения итогов, домашнее задание, что можно взять с собой домой по итогам нашей презентации? Okay, so reproduction is the driver of milk production. Воспроизводство является драйвером молочной продуктивности. And the profitability of any herd can be improved just by improving reproductive management and performance. Рентабельность любого стада на любой ферме может значительно быть улучшена, если все внимание будет направлено только на один параметр, на воспроизводство. So the management of the transition period and early lactation in terms of nutrition and management factors are key to improving reproductive performance. Также нам улучшить воспроизводство. Для того, чтобы улучшить воспроизводство, все внимание управленческое и с точки зрения менеджмента нужно обратить на транзитный период, то есть это сухостой, сухостой 2, и новотельный период. And the objective should be to minimize weight loss and to reduce the amount of glucose that is not being partitioned towards milk production and reproduction. Две главные задачи – это снизить потерю массы тела, минимизировать потерю массы тела и максимально повышать метаболизм глюкозы. The next important thing is that you have an effective reproduction protocol. Следующий, конечно, важный момент здесь – это эффективный протокол по воспроизводству. And that we're hitting those key targets, which are obviously all cows bred by 100 days in milk for the first time, conception above 40%, first insemination. Производственные параметры – это что все коровы должны быть стельными к 100-му дню, и индекс оплодотворения должен быть выше 40% при первом осеменении. Okay, and if we include also a good trace mineral program with that good management and good reproductive protocols, then we will have good success in reproductive management. С точки зрения профилактики проблем воспроизводства, мы, конечно, очень рекомендуем обращать внимание на аминокислотные, минеральные, органические комплексы, которые нужно включать в рационы и в кормовые программы для того, чтобы поддержать наших животных вот именно в этот самый тяжелый продуктивный период в своей жизни. Okay, I'll finish with this slide and thank you very much for listening. And I'll now take any questions and thank you, Taisha, for translating. You are most welcome. Хью благодарит нас всех за внимание, всех вас, кто остались с нами до самого конца. На последнем слайде мы, конечно, представляем вам основные продукты. В России эти продукты выглядят немножко по-другому. Если вам это интересно, пишите, я вам подробно расскажу. Хью благодарит вас за внимание и готовы мы ответить на все ваши вопросы. Спасибо большое. Коллеги, спасибо за ваше активное участие. У нас очень много вопросов. Таисия, не могла бы ты уточнить у Хью, сколько времени у него есть? So we have many questions, and Nadezhda is asking how much time, Hugh, do you have for us? I have as much time as is needed. Времени столько, сколько потребуется, чтобы ответить на все вопросы, Надежда.
Спасибо большое. Тогда приступаем к вопросу. Каков механизм действия хрома на потребление сухого вещества рациона? So once again, you already said that, but can you specify shortly what is the mechanism of Chrome in regards to how it helps maintain the dry matter intake? Okay, so in terms of maintaining dry matter intake, the clearance of the glucose from the blood is quicker, so this drives appetite. Okay. Глюкоза из крови высвобождается очень быстро. За счет этого у нас зависит, улучшается или пропадает аппетит. Yes? Yeah. Ответила ли Хью на ваш вопрос? Спасибо. Вопрос по перегруппировке. Проводить второй сухостой все равно нужно. А есть мнение, что переводить нужно группами не менее 14 голов. Так ли это? In terms of how to group the animals in close-up, there is an opinion that they should be moved when we go from dry 1 to dry 2, that there is an opinion that they should be moved in 14 heads per group. Do you agree with that assessment? Yeah, so I think moving multiple cows is better than moving less cows, okay? Because there's less social disruption when you move more cows together. Наше мнение такое, что да, лучше переводить коров большими группами, чем меньшими, потому что мы будем переводить их как бы в своем кругу, и у них будет больше знакомых лиц, и таким образом стресс от незнакомых коров и незнакомой окружающей среды будет меньше. Поэтому да, 14 голов нормально. With moving cows as well, I would obviously try to limit them to moving once a week. So that would be one of my key recommendations. Но уже с точки зрения, как часто их переводить, Хью говорит, я всегда, ключевая моя, наверное, рекомендация заключается в том, чтобы переводить коров с сухостой 2 на сухостой 1 на сухостой 2 один раз в неделю. And the other thing to consider when we're moving cows is the capacity of the pens, right? So if we're moving cows into already overstocked pens, then this is going to have a further negative effect. So it's important to consider the stocking rate. Ну, конечно, количество голов, какими группами переводить, зависит от того, как выглядит ваш транзит с точки зрения помещений. Если у нас эта группа уже забита битком, то тогда размер следующей группы будет зависеть от того, сколько у нас будет кормовых мест или лежаков, чтобы всем коровам создать максимально хорошие условия. Поэтому индекс наполненности сухостоя 2 очень важен. I think on the larger herds, we really need to begin to move to these sequential fill or all-in, all-out housing systems for transition dry cows. Ну вот для тех из вас, кто знаком с принципами, как организованы свинарники, там животные переводятся по принципу all-in, all-out, то есть все зашли, все вышли. И Хью очень часто говорит о том, что на больших промышленных хозяйствах стоит рассмотреть схему, протокол перевода животных в фазу сухостоя 2, как раз вот all in, all out, то есть пусто занято. Спасибо большое. Очень много вопросов поступает по микроэлементам, как, например, какие микроэлементы влияют на воспроизводство, в каком количестве они должны присутствовать в рационе и насколько высока их биодоступность. What are the microelements that influence reproduction? How much should be the doses? Какой третий вопрос? Насколько высока их биодоступность? And how bioactive, bioavailable they are? Okay, so multiple questions. Okay, so obviously zinc, manganese, and copper, and selenium also would play a role in reproductive performance. Хью называет авайла 5, то есть это цинк, магний, цинк, марганец, селен и медь. Это ключевые микроэлементы, которые, да, медь, которые входят в, воздействуют на воспроизводство. Okay, so the recommendations in terms of feeding trace minerals, I'm sure one of our Zimpro team can share those with you because it's easier than me
explaining it to you now. But our recommendations are not very different to those of NRC. Okay, we tend to feed less copper, but more manganese, and very similar zinc levels in total. Хью говорит, что если у вас есть конкретные вопросы по вводу, обращайтесь либо к нам, специалистам компании Зинпро Москва, то есть это у нас есть сотрудники отдела КРС, это либо я, Таисия Мортенсен, либо наша коллега Ольга Гусева, либо Александр Родионов. Но общий вопрос, общий ответ такой, что наши нормы введения не сильно отличаются от норм американского NRC, и мы всегда склоняемся к тому, чтобы вводить меньшие нормы меди и достаточно высокие нормы цинка и сбалансированные нормы по марганцу и селену. Okay, so in our recommendations, all we do is we replace inorganic with organic trace minerals from Zinpro. But not to 100%, right? It's a partial replacement. Основной механизм, как работает Zinpro, это замещение части неорганических микроэлементов на органические аминокислотные комплексы, но не на 100%. То есть мы всегда рекомендуем оставлять частичные неорганические микроэлементы, потому что они животным также очень нужны. Okay, so Zinpro recommendations are not about feeding more trace mineral. It's about feeding a source of trace mineral which creates a performance response. И как раз отвечая про биодоступность, то есть задача не в том, чтобы кормить больше аминокислотных комплексов, задача в том, чтобы дать животному нужное количество микроэлементов, которые будут доступны и повлияют на продуктивность по разным производственным параметрам. So just as a rough guide, our total zinc recommendation would be about 75 ppm. Для того, чтобы дать понимание, общая такая стандартная рекомендация по цинку, например, это 75 ppm частей на миллион. 40 ppm of that would come from Zinpro zinc. 40 ppm будет поступать из продукта просто цинк. In terms of manganese, we would be total about 55. По марганцу общая норма будет 55. And between 10 to 20 of that from Zinpro. От 10 до 20 из этого общего рекомендованного объема мы рекомендуем вводить именно из органических аминокислотных комплексов Zinpro. In terms of copper, we would be between 10 and 12 ppm total. Supplementary. Once again. 10 to 12 copper supplementary ppm. По меди это от 10 до 12 дополнительных медных комплексов. And of that ppm, and of that we would be somewhere in the region of about 5 ppm of that would be from Avela copper. И около 5 ppm будет поступать в наших продуктах из наших комплексов аминокислотных. And then on selenium, we would be 0.2 ppm inorganic and 0.2 Avela selenium. 0,2 по селену это будет норма неорганического микроэлемента и also 0.1. No, 0.2 of inorganic and 0.2 of Avela selenium. So 0.4 in total. Yeah. 0,4 всего по селену, 0,2 неорганика, 0,2 Zinpro. And then chromium would be 8 milligrams per cow per day, both during transition and lactation. По хрому все очень просто, это 8 миллиграмм на корову в день. И в транзите, в сухостое, и далее уже после отела, лактация. Спасибо большое. Следующий вопрос. В процессе гормональной схемы коров, которые приходят в охоту, осеменяем или оставляем на принудительное осеменение по схеме?
Так, сейчас я просто отвлеклась, прошу прощения. Господа, ppm, когда Хью говорит в ppm, parts per million, для того, чтобы нам было понятно, это миллиграмм на килограмм сухого вещества. То есть 40 ppm, 40 ppm – это 40 миллиграмм на килограмм сухого вещества для ваших расчетов. Надежда, прошу прощения, еще раз повторите, пожалуйста. Хорошо. В процессе гормональной схемы коров, которые приходят в охоту, осеменяем или оставляем на принудительное осеменение по схеме? Cows on hormones which are getting into heat, do we inseminate them or do we keep them in the scheme, let's say, in the protocol? Yeah, okay. So there's a lot of debate on this, and I think what they demonstrated was that it's better for them to go all the way through the protocol. There's not much real difference. So sorry, let's start again. So if he's on a pre-sync protocol, okay, so it's 2 pre-synchronization injections, then definitely not inseminating after the first. That it's optional to inseminate cows which come in heat after the second injection. Однозначно не осеменяем после первого протокола, да, после первой обработки. Можно, Хью говорит, осеменять после второй обработки или как укола. But in terms of the maintaining the integrity of the synchronization protocol, I would allow them to run through the whole protocol. Но чтобы сильно не нарушать как раз протокол синхронизации, Хью говорит, да, я бы их пропустил как часть всего протокола внутри него. So the point with protocols is that there's so many different protocols, okay? And different protocols will work well on different farms, okay? So the point of a protocol is which one works for the dairyman. С точки зрения протокола синхронизации, коллеги, Хью, естественно, говорит, что их огромное разное количество, и нужно не выбирать один и в него верить, а нужно учитывать все обстоятельства вашей фермы и подбирать тот вариант предлагаемого протокола, который сработает на вашей ферме. Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли по уровню глюкозы в крови коров судить о балансе глюкозы, отрицательном или положительном? И какой уровень глюкозы в крови коров является критическим и требует обязательной коррекции? Very good question about glucose level in the blood. Can we, by the glucose level in the blood of the cow, can we judge about the balance, energy balance, whether it's negative or positive on the glucose? And if it is critical, how to correct, which level of the glucose in the blood is critical, and how to decide when to correct it? Okay, so I think measuring glucose in the blood for me of dairy cows is a very poor metric, okay, because it goes up and down, and I don't think you're going to gain anything from measuring blood glucose levels. I would be... С нашей точки зрения, Хью очень правильно отвечает, наше общее мнение достаточно большого количества наших специалистов заключается в том, что уровень глюкозы в крови коров – это очень такой подозрительный параметр, то есть по нему очень сложно прийти к какому-то правильному заключению, потому что он очень волатильный и очень сильно меняется постоянно. Yes. Спасибо. My interpretation of energy balance in those cows and the adequacy of glucose supply would be based on body condition score changes. It would be based on milk protein production and possibly things like ketone levels or NEFA levels in the blood would be more accurate indications of energy status. Хью говорит, что если я хочу оценить уровень глюкозы у коровы, я буду смотреть на другие параметры. Я буду смотреть на общую кондицию тела по схеме, да, по баллам. Я буду смотреть, возможно, на состав кетоновых тел в крови животного. И я буду смотреть на количество протеина в молоке, производимом коровой.
Еще есть вопросы? Да, вопросы еще есть. Если корова захромала во втором сухостое, ее нужно лечить или ждать, пока отелится? Для нее стресс, когда загоняешь в станок и лечишь. На следующий день смотришь, уже отелилась с перепугу. So the question, Hugh, is if the cow started limping or became lame in close-up, do we have to treat the hoofs or do we have to wait till it's calved? Because No, this is a very high stress, and if you put it into the trimming chute, it gives labor next day from the stress levels. Yeah, I think if it's that close to calving, I would leave it calved. But anything which is a week off and you see it lame, I would attend to that cow immediately. Хью говорит, зависит от срока до отела, насколько, про какой сухостой 2 мы говорим. Если меньше недели до отела остается, он говорит, да, я бы ее не трогал и дал спокойно отелиться. Если меньше, то есть больше недели остается, более ранний срок, то я бы, говорит, обязательно пролечивал. Спасибо большое. Насколько в процентах соматические клетки и хромота влияют на воспроизводство? Sorry, Taisha, I would just say one more thing on that point, that if we have good protocols where we're trimming cows a month before drying off, and then we're checking any problem cows at the point of drying off, there should be a very minimum number of cows with lameness problems in the dry cow pen. Возвращаясь к предыдущему вопросу про хромую корову в сухостое 2, когда мы работаем на фермах с Хью, и когда он говорит про то, что в транзите до отела должно быть 0 хромых коров, этого можно добиться благодаря протоколам обработки копыт. И мы всегда рекомендуем проводить обработки копыт по определенному графику, то есть, например, за месяц до сухостоя первый раз и в момент запуска или в момент перевода на сухостой второй раз. Если эти протоколы соблюдаются и все животные проходят станок и обрезку копыт, то в фазе close-up или сухостоя 2 не должно появляться критически хромых животных. Надежда, повтори, пожалуйста, еще раз про соматику и про хромоту. Насколько в процентах соматические клетки и хромота влияют на воспроизводство? Percentage-wise, the somatic cells and lameness, how do they affect reproduction? Okay, so I could have shown you a chart, but I didn't have time, obviously, because we were pushed for time. Yeah, but both of them, especially the lameness, has a negative effect on reproductive performance. The thing with somatic cell counts, well, I suppose that the thing with lameness to begin with is that lame cows tend to have depressed dry matter intake, so they lose more weight. Also, lame cows have elevated levels of inflammation, so that's with regards to the lame cows, and that has an effect on reproductive performance. Ну, достаточно сложно сказать, насколько процентов хромота влияет на воспроизводство, но Хью говорит, что хромые животные – это практически одна из первых причин по нарушению параметра или успешности воспроизводства, потому что у хромых коров достаточно большой уровень стресса в организме, у них снижается потребление кормов, как следствие у них снижаются все функциональные механизмы в организме. И reduced dry matter intake and what more? The lame cows, so they'll have reduced dry matter intake because they don't go to feed bunkers often, and then they'll lose more body condition score. Естественно, они за счет снижения потребления кормов теряют кондицию тела. И возвращаемся к целой прослушанной презентации. Хромота, естественно, конечно, влияет и является одной из первых причин, почему коровы не приходят в охоту. In terms of somatic cells? In terms of the high somatic cell count, so again, those cows with high somatic cell counts will have an elevated level of inflammation within the body, and this is going to compromise reproductive performance.
Соматические клетки говорят нам не просто о том, что у нас воспаление у животного в вымени происходит. Достаточно высокий уровень соматики говорит о серьезном воспалении в принципе во всем теле коровы. Как только мы говорим о серьезном воспалении, мы говорим о расходе глюкозы на воспаление, направленное на воспаление, а не на следующий цикл. Поэтому, да, конечно, высокие нормы соматических клеток или содержание соматики будет влиять негативным образом на воспроизводство. Большое спасибо за ответы и за вопросы. Уважаемые коллеги, по всем вопросам, которые у вас есть по вводу микроэлементов в рацион, пожалуйста, обращайтесь к специалистам ЗИНПРО. Мы всегда рады помочь и дать необходимые комментарии. Наверное, нужно отпускать Хью. Это правда, да. There are a lot of questions to the dosages and norms of different microelements. I can see there is zinc, there is selenium, but we don't know, don't want to keep you too long, so maybe... No, that's fine, but I think we answered most of those or not, because we gave them our recommendation, but we can elaborate. I can... Хью говорит, что у него есть еще некоторое время, коллеги, поэтому мы можем по дозировкам и нормам введения вкратце еще раз рассказать. So I'm just gonna share a slide with you just to answer one of those last questions. That's okay. По поводу последнего вопроса про хромоту и соматические клетки, Хью хочет показать еще один слайд. So the question was about lameness affecting reproductive performance. So what this, can you see my screen? Yes, we can. Okay, so what this is showing that the normal cow will get pregnant by 80 days post calving. На слайде он, правда, без перевода, но вам придется потерпеть. Видно, что коровы на 80-й день they come into heat on day 80, right? No. So this is actually when they become pregnant, days from calving to pregnancy. Дни от отела до стельности. Нормальные коровы показывают около 80-го дня стельность. Okay, so then you can see then how the different diseases and different conditions of the cow in early lactation extend the days open. Okay, so you can see lameness has a significant effect of 40 days, extra days open. Дальше на слайде вы видите различные состояния от нижней строчки нормал, это нормальная корова, 80-й день стельности. Дальше идет увеличение периода, когда корова беременеет, в зависимости от разных патологических состояний, начиная от гипокальцемии, низкой массы тела, маститы, задержание плаценты и так далее, эндометриты. И lameness, хромота, является второй по частоте причине, которая максимально отодвигает период следующей стельности или показа, когда корова может быть диагностирована как стельная. Okay. Я, Надежда, если позволите, я вижу еще один вопрос, есть про пропиленгликоль и другие энергетики в период раздоя. Вопрос следующий. На северо-западе используют в качестве источника глюкозы пропиленгликоль и другие энергетики в период раздоя до 100-го дня в количестве 500-700 мл на голову в сутки. Это хорошее решение? Нет ли такого большого количества проблем с печенью из-за этого решения? So one of the last questions is that in the North St. Petersburg area of Russia, they often use for resources of glucose, propylenglycol and other energy, like cocktails as they call them, until the 100 days of lactation, approximately 500 to 700 milliliters per head per day. Is this a good solution in our opinion, and does it not create excessive problems with the liver? Okay, so
No, 500 to 700 milliliters seems high for me in terms of the dose rate. But again, it depends on the purity of the product and the amount of propylene glycol in them, because as you said, they're cocktails. So it might well be that they have a lower percentage of propylene glycol than the straight product. Can you make a pause so that I will convey the message? Хью говорит, что дозировки в 500-700 миллилитров на голову в день звучат скорее завышенными, чем нормальными, больше как бы в сторону чуть многовато. И если идет речь не о пропиленгликоле, а о других энергетиках, которые как-то энергетическими коктейлями у нас часто называются, всегда нужно, конечно, выяснять содержание конкретных действующих веществ, чтобы убедиться, какие все-таки нормы именно пропиленгликоля и каков источник пропиленгликоля и частота продукта этого пропиленгликоля предлагается коровам. Yeah, so the interesting thing about the research on feeding propylene glycol is that they had the maximum benefit from supplementation when they fed it as a individual feed to the cows, not throughout the day in the TMR. So there's some debate as whether having it in the TMR actually gives you the full performance benefit. Ну и, конечно, есть большая разнообразная дискуссия на рынке профессионалов по всему миру по поводу того, как давать пропиленгликоль, можно ли его давать как часть полносмешанного рациона или его следует давать как все-таки индивидуальное кормление, да, в промежутке, потому что есть сторонники как одного, так и другого подхода, которые говорят о разных преимуществах. Okay, so I've just put a slide up there just for people to look at while we're talking. That's the Zimpro mineral recommendations. Obviously, yeah. The only one missing, of course, is chromium. So that would be 8 milligrams per cow per day. But you can see we have recommendations there for milking and dry and mid-lactation. So these are the total supplementary levels. Okay. Пока мы с вами разговариваем, отвечаем на вопросы, Хью вывел на экран с рекомендованными нормами ввода и дозировок по микроэлементам, к сожалению, на английском, но вы видите, что у нас есть лактирующие коровы, сухостой, есть середина лактации и есть рекомендации Зинпро. Практически по всем микроэлементам, за исключением хрома. Хрома здесь не хватает. Хром мы озвучили, это стандартная норма 8 миллиграмм на голову в день. Okay, and then this is obviously the levels in the base diet, so in what we call the background, in the forages and in the corn and the soya and the barley. Слева от синей колонки Зинпро это поступление микроэлементов из базового рациона, из диеты, то есть это из силосов, из сенажей. And then here we can see that we have the total levels of Zimpro performance supplementation on a daily basis per cow. В предпоследней колонке рекомендованные нормы ввода наших аминокислотных, металлических аминокислотных комплексов Зинпро на голову в день. Okay, Надежда, есть еще у нас вопросы? So I just want to go back just to the previous question about the propylene glycol. So if we're looking to improve glucose metabolism, then for me the best decision is to feed chromium to all the cows, okay? Because this is going to influence the metabolism, the way glucose is utilized. It's going to improve glucose balance within those animals, and it's going to help reproductive performance and milk production. И заканчивая ответ на вопрос про пропиленгликоль и проблемы с печенью в дозе 500-700 миллиграмм на голову в день, Хью говорит, я бы вместо этого, чтобы не подвергать коров дополнительному, может быть, стрессу, рекомендовал вводить хром на все стадо для того, чтобы поддерживать уровень биодоступности глюкозы по всем продуктивным животным на высоком уровне, для того, чтобы обеспечить повышенное потребление кормов
и лактацию поддерживать или даже добавлять на всех группах животных. And the other point I would make about the propylene glycol and its effect on liver health, I would tend to say that feeding that amount of propylene glycol throughout a 24-hour period is not going to have any negative effect on liver function. С точки зрения повреждения печени, и Хью говорит, что выпойка или дача такого количества пропиленгликоля в первые 24 часа никаким образом не повлияет на функцию печени. Спасибо. Правда ли, что избыток калия в рационе сухостоя вызывает задержание последов? Наверное, за счет отеков? Is it true that too much potassium in the ration K element during dry period rations create retained placentas? Does it happen because of extra swallowing? You muted yourself. I cannot hear you. Okay. So yeah, high potassium during the dry period is detrimental to transition cow health. So if possible, oh, please answer. Ответ да, правда, что избыток калия является очень важным в период транзита для коров. So we really need to limit the potassium level in the diet to about 1.2% in the dry matter. 1-2% в сухом веществе должно быть, не больше. But most importantly, we need to balance that potassium with a soluble source of magnesium. Но еще более важным является то, что этот калий нужно... прошу прощения, 1 и 2, да. Но еще более важный аспект, что этот калий нужно балансировать с растворимым магнием. And the ratio between potassium and magnesium should be around about 3:1. So 3 parts potassium to 1 part magnesium. И соотношение калия с магнием должно быть 3:1. Магний должен быть обязательно растворимый, 3:1, 3 калия, 1 магния. But the true ratio is highly dependent on the solubility of your magnesium source. Но реальное соотношение калия с магнием зависит от растворимости самого магния. Это исключительно важно. Коллеги, я думаю, что нам стоит заканчивать, потому что мы с вами уже 2,5 часа преодолели. We have already increased or went over 2.5-hour mark, and we don't have more questions, I think. Okay. Если, Надежда, если у нас есть еще вопросы, просьба их с чата собрать, и мы тогда на все вопросы ответим, если можно, позже. Да, конечно, так и сделаем. Spasibo. Спасибо вам большое, наши участники. Hugh, would you like to say anything to close up? Yeah, well, I would just like to thank everybody for participating, and it's a pleasure for me to present to the Russian dairy industry, and I look forward to our next session. Хью благодарит вас всех за участие, спасибо за интересные вопросы. Хью очень с большим интересом и вниманием относится к нашей вообще всей промышленности, индустрии молочного животноводства России. Очень часто бывает в России с посещением хозяйств, поэтому пишите вопросы, мы всегда готовы на все ответить, и спасибо за внимание.